Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Новые патчи, соответственно, уже оперативно поработал, уже заснял какой-то контент и сказал, что Саня, это будет необычная каточка, такую каточку ты, скорее всего, еще не видел. Ну что ж, присаживаемся все поудобнее, я уже сел поудобнее, как вы можете видеть. Единственное, что освещение я никак поправить не могу, поэтому, ну, что... Это что было? Это что за зум только что был? Короче, освещение поправить никак не могу, ну, как-то так. При этом, ну, придется, короче, потерпеть, пока новую лампу не куплю, все такое, но не суть-то важно. В общем, все усаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, и, соответственно, кто работает, приятного дня, кто засыпает, приятных снов. И, ребят, напоминаю, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закрепленное сообщение с конкретной ссылочкой на запись в моем телеграм-канале, что нужно конкретно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, ребят, все в ваших руках, и я хочу напомнить, что завтра будет стрим, поэтому в моем телеграм-канале и на ютубе есть опросник, поэтому что? Правильно. Переходим, отвечаем на вопрос, какой будет стрим и все такое. Поэтому давайте, ребят, все зависит от вас, какой будет стрим. Так, я смотрю, ему со старта уже как бы скиллово идет. 2 гоблина-убийцы, 2 тиника. Ну, тиник это такое, конечно, но в принципе лучше, чем ничего, правильно? Правильно. Перчатку первого тира он скипнул почему-то. Я на самом деле не понимаю, почему скипнул перчатку первого тира. Как по мне, перчатка первого тира это классная вещь. Ну, ладно. Хозяин-барин, так сказать, хозяин-барин. Ну, типа, в моем понимании, ты берешь перчатку первого тира, против тебя какой-то орк-охотник, да, к примеру. Вот орк-охотник, он суммонит кабанчика, ты этого кабанчика сразу хаваешь, и все, и кайфуешь от игры, кайфуешь от жизни. Кстати, он сразу решил 5-й уровень взять. Интересно. Интересный такой мув. Необычный. Я бы, конечно, ну, я в целом, знаете, я такой немножечко жлоб, поэтому я больше за экономику. Побыстрее выйти в 50 монет плюс. Причем в текущем патче, на самом деле, очень легко выйти в 50 монет плюс, при этом потеряв минимум хп. Но он решает так сделать. Ну что ж, как я уже ранее сказал, хозяин-барин. Смотрим, наблюдаем, комментируем. Вот. Со старта у него такой неплохой стол. Скорее всего, он еще и получит баф людей ранее, потому что он 5-й уровень взял. Там может и кунка появиться. И, хотел сказать, омник. Но омника уже нет, он в легендарном пуле находится. Ну, короче, какие-то легендарные фигуры ему могут прийти. Ой, какие-то фигуры ему фиолетового тира могут прийти. Либо же придут просто ему баф людей. Там ЦМК, Лина, Собака. Кто еще такой? Котл может прийти уже. Шанс, конечно, 2%, но он хотя бы есть. Правильно? Правильно. Ну, ему реально хорошо сыпет. 2 жреца нежити я бы взял на самом деле. Типа, это хорошая фигура со старта. Но он берет вайпера. Ну, просто тут непонятно, какой он билд хочет со старта и какая в целом идея. Он поставил, например, ну, как бы убийц. Шмотки, конечно, со старта у него, ну, если честно, хрень полнейшая. Ну, ладно. Кстати, почему убийц не поставил? А, ну, все-таки взял 2 нежить жрецов. Если что, это, короче, зомбари. Будем их называть просто зомбарей. Взял 2 зомбарей, потому что так проще, чем я буду говорить нежить жрец и тому подобное. Вот, вот. Так, ну пока, ребят, мы смотрим эту котелочку, я думаю, она будет интересная. И раз он написал, что это будет прям необычная котелочка, поэтому, ребят, с вас обязательно лайк в поддержку меня, соответственно, и данного ролика, и чтобы он продвинулся в тренды рекомендации. А если тебе совсем не впадло будет, то, соответственно, оставь комментарий от 3 слов. А если ты еще не подписан, то подпишись, потому что цель у меня 5000 подписчиков. А губа не дура, и до миллиона недалеко. О, собака пришел. Собака пришел. На самом деле, типа, Мортретка это прикольная фигура, но она как-то, знаете, ну, в моем понимании, она немного потеряла актуальность, когда ей сделали то, что на всех уровнях у нее шанс крита теперь 10%. Это такой, ну, бред, если честно, типа. Ну, предметы, конечно, у нее дикий шлак. Я так понимаю, он взял клевер чисто из-за того, что он хочет пандочку поймать. Но пандочки нема. Я бы на его месте, знаете, я бы взял Хусика. Хусик, вот классная тема вместо Мортредочки. Хусик, у него хп реген, он плотный, у него стрелы выжигает, тычка приятная. Но тут у противников стол посерьезнее будет. Так что такое. Ну, не знаю, я вайпера бы не... Короче, я не любитель вайперов. Вот и все. Вот так вот. Вот. Не, если вайпера собрать в 3 звезды с хорошими предметами, с хорошим билдом, это будет вообще шикардос. Это будет имбулька. Так, если что... У него и баф людей.
и жрец, точнее, и зомбарь в 2 звезды. Ну, у него вообще все четко, все замечательно. Старт пока что у него хорош. Очень хороший старт. Конечно, денег нет у него, но тут такое. Вот. Ну, смотрим, наблюдаем. Наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Хан тут есть из легендарной фигуры. Мне на самом деле текущий патч нравится в плане того, что по экономике лучше стало. По легендарным фигурам, как по мне, тоже лучше стало, потому что их стало больше, соответственно, больше выбора и тому подобное. Так что, как по мне, ну, мне патч на самом деле более-менее нравится. Единственное, что, как я уже выразился в своем первом ролике, кстати, кто его не видел, обязательно посмотрите, потому что там Омник трехзвездочный, поэтому там очень необычная котелла будет. Я думаю, вам всем понравится. Кстати, забираю свои слова назад. 1300 урона нанесла Мартретка. Получается имбулька. Получается имбулька. Кстати, давайте так. Я свое мнение говорил уже по поводу текущего патча. Напишите в комментариях, что думаете вы по поводу этого патча. Кто уже поиграл и тому подобное. Как вам в целом патч и все такое. И мне на самом деле не хватает того, что они не поднерфили никак ни антимага, ни инсектоидов, ни Манки Кинга. Вот это вот меня бесит, если честно. Типа, как инсектоидов поднерфить? Просто предметы с 2 тира пересунуть в 3 тир. И все. И это будет не такая уж имба. Это будет намного сложнее все сделать. И плюс убрать вот этих вот 2 метовых персонажей и все. Баланс будет идеальный. Ну, почти. Но все равно будет идеальный. Намного лучше, чем текущий, как по мне. Как-то так. Так, тут челик играет на лустрике. Интересно. Интересненько. Там уже вот человек, у него сколько там монет? 40 монет у него. 8-й раунд, а у него уже 40 монет. А вы прикиньте, если... А, там инсектоид, кстати, один будет 100%. Уже Скорпиона купил. Ты глянь на него какой. Мартретка в 2 звезды. Хорош. Гриттер, я так понимаю, он покупает чисто для того, чтобы, если что, в гриттеров перекинуться, если он будет играть через Мартретку. А, кстати, Клевер скипнул по итогу. Кстати, меч плюс 25 интересная тема под Мартредочку. Но медальон тоже хорош. Кстати, он такой прикольная внешка на Мартредку. Интересненько. А палку 20% урона, 20% скорости атаки он скипнул. Ну ничего. Я бы на его месте, кстати, бы взял, наверное, меч плюс 25 урона. Под Мартретку, под ее криты, чем больше тебе урона, тем, соответственно, лучше, как по мне. Ну, это как по мне. Ой, там уже 2 чела играют 50 монет. Причем, обратите внимание, один чел играет через лустрик, у него 50 монет. А второй чел играет не через лустрик, и у него тоже 50 монет. А он взял себе ранее 6-й. Хорошо. Души раздираешь, и 5-й человек убил. Ладно. У китайцев там своего. У китайцев там, короче, что-то свое. Это что было? Баг какой-то? Кстати, напишите в комментах, у кого-то тоже есть такой баг, как у меня с инвентарем. Когда ты открываешь его хоткеем, у тебя половина синергии, либо же урона накрывает. Такой бред, конечно. Да. Я на самом деле более-менее реально доволен патчем. Но это, скорее всего, я доволен чисто из-за того, что там 6 месяцев плюс обнова адекватной не было. Как по мне, для текущей игры надо, чтобы обнова выходила раз... Кстати, перчатка упала. Он ее скипнул, но по итогу ему перчатка упала. О, как. Таинственный фруксюр это хорошо. Но сможет ли он ее реализовать в текущей игре? Что там вообще по реликвиям? Угу. Я думаю, рольнет. Рольнул. Опа, Чиназес. А у него думчик есть. Я почему-то... Знаете, я почему-то свято верил в то, что он именно закинет туда дума. Не знаю почему, но у меня была такая чуйка, что он закинет именно туда дума. Ну что ж, посмотрим, как он этого дума будет реализовывать. Может, он просто в 2 звезды сделает, и все, и до свидания. Ну, может быть. Посмотрим, посмотрим. Интересно, кого он еще заблочит. Вот эти 2... Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что я хочу сказать. Это просто вот эти вот люди, которые играют на инсектоидах. Просто 2 IQ мозгов. Ну, без обид как бы им, но 2 IQ мозгов. Инсектоиды это... Ой, ладно. Ой, ладно, короче. Мартретка, Марси, хорошо. Ой, какая у меня была катка на стриме с Марси. Кстати, ребят, кто вдруг не знает, то
во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому, если ты вдруг пропустил стримчик, не переживай, ты можешь зайти во вкладочку трансляции и посмотреть стримчик. Кстати, по поводу новой реликвии. Я в первом своем ролике говорил дневном, но скажу еще раз. С этой реликвией, походу, есть какой-то прикол. По крайней мере, мне написали в комментариях, что если ты берешь эту реликвию и, допустим, до этого момента, то есть потратил деньги на то, чтобы заблочить кого-то, да, ты вот заблочил себе, ну, допустим, синергию воинов, потратил 24 монетки, ты берешь эту реликвию, активируешь, тебе 24 монетки возвращается. Это, конечно, интересный такой момент, но это, скорее всего, баг. О, ну, и... кто-то сомневался, что будет Monkey King какой-то? Я думал, там либо будет Monkey King, либо же антимаг какой-то, но по итогу... по итогу вы сами все видели. Меня уже, ну, честно, меня уже начинает телипать от этого. Просто хочется заорать на разработчиков. Просто, ребят, кто знает лично разработчиков, вышлите, пожалуйста, им немного навоза. Под дверь, под офис. Можно просто, знаете, коробочку такую огромную, не знаю, там, 10 на 10 навоза, у кого он есть. Итак, Думчик. Угу, угу, угу. На самом деле, я видел как-то керрили Дума в 3 звезды, но это максимально ситуативный керри получился, и там он просто заходил в эту тему. Просто этого Дума довольно-таки легко контрить. И я как-то помню, я собирал себе Дума керри под Свена. То есть у меня был... Ну, как, я Свена керрил, но у меня был еще Дум. Дум у меня получилось так, что он стал 3-звездочным на 21 раунде через Мамору. Вот. И у меня там у этого Дума было нереально много урона. То есть там было 1000 с чем-то урона у него стычки. Мало ли того, что у Свена было очень много урона, а я его керрил. Там где-то у него 1,5. Оу, а он Винстрикс бил 5 единиц. Хорош. Кстати, Кунка. 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 Капитан Кунка. Бери Кунку. Хорош. Кунка имба. Смотрит логи. Там 800 урона, получается, собака нанесла с помощью. Ну окей. Нормальное такое решение. Но я думал, что в дальнейшем он поставит себе Лину. А, не, ну тогда это хрень. Я просто подумал, что в дальнейшем он может поставить себе немного магического билда и повысить себе, соответственно, урон. То есть ему пришла бы какая-то Лина плюс ЦМ, он мог продать легионку, и, соответственно, у него было бы еще немножко магического урона сверху. Но он решает именно сделать так. Почему я говорю за магический урон? Потому что у него есть корабль Куунки. Куунки. Вот, и этот корабль Кунки нормально так может надамажить. Плюс у него разорчик. Там сразу был бы магический билд. Не, ну зомбарь, конечно, в 2 звезды нормально так. Кабанчик задушил. 10 винстрику молодого, еще и винстрики ему сбил. Ай-яй-яй, неприятненько. Опа, новый герой. Будет его пробовать? Или не будет? Может, там что-то будет с новым героем у него в этом ролике? Но, знаете, я вот сейчас как бы сижу, догадываюсь и все такое, но у вас уже будет открытая превьюшка, по которой вы можете все понять. А вот я так не могу сделать. Не, я, конечно, могу. Он хочет охотников забанить. Окей. Я, конечно, могу ролик сразу в конец пролистнуть и сразу понять, что тут, конечно, будет. Но тогда будут не такие эмоции, не такие будут они живые. Короче, ну будет не так интересно, как я вот сейчас буду смотреть. Правильно? Правильно. Так намного больше живых эмоций и все такое. Ребят, я, кстати, уже не первый раз спрашивал, но... Что добавить в конкретную рубрику? Может какой-то момент объяснять, может какой-то момент раскрывать. И, короче, вы поняли. Дайте свой фидбэк в комментариях на этот счет. Как же мне нравится, когда за мобов теперь дают денежки. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Какие бредовые шмотки, бог ты мой. Бог ты мой. Ладно, не слишком плохо все. Ого. Интересненько. Взгляд за двойные клыки. Идеальный предмет против инсектоидов, либо же каких-то эльфов. Просто шикарный предмет. На самом деле, это очень сильный предмет. Еще и 50 урона сверху дает. То есть, кто вдруг не знает, как работают двойные клыки, кто вдруг не смотрел мой обзор на глобальный патч, то обязательно, соответственно, посмотрите обзор на глобальный патч. Но вдруг, кто не знает, как работают двойные клыки, объясняю. Если, допустим, у вас есть дубликаты. Кстати, я тоже вот этот вот момент, как он только что брал бан синергии, он брал, получается, выбрал синергию и нажимал отмену. У меня такая же тема есть. Ну, типа, что я отмену как-то нажимаю. Как-то оно непривычно, нелогично. Обычно, когда ты какое-то соглашение подписываешь, либо еще что-то, то оно справа находится. Почему у них слева? Этого я что-то не понял. Ну, короче, ладно, не суть-то важно. В общем, я говорил о том, что
двойные клыки, как они работают. Работают не следующим образом. Если на столе находятся две фигуры одинаковые, то есть, допустим, у противника два скорпиона, то когда Мартретка бьет, допустим, ну ладно, не Мартретка, какой-то герой бьет, соответственно, об одну фигуру, то урон наносится по двоим. Это очень прикольная тема. Уже 7 уровень взял. Хорош. Марси. 5 из 10. Оу, май. 5 из 9. Мамора 3 из 9 у него. Ну это правильно. 3 из 9 и будет на зверях еще играть. Это плохо. Скорее всего, тут будут звери плюс кунг-фу. Я надеюсь, конечно, ему Манки Кинг не вылупится в 3 звезды. Вообще никогда в жизни. По крайней мере, я на это надеюсь. 5 из 9 думчик. Интересно, он его соберет? А чё? А панду? А панду? А панду-то взять? А пандочку взять, поставить вместо разорчика? Хотя разорчик нормальный урон наносит, если честно. Поэтому разорчик такое себе брать. Ну ладно, не хочешь панду, не так не хочет. Он хочет, судя по всему, он хочет что-то с богами сделать. Интересненько. Так погоди. У меня есть подозрение, что он будет здесь делать Дума Керри через синергию богов. Только вот интересно, а тут есть 6 богов? Ну тут еще 5 скрытых легендарных фигур есть. Жрец есть. Ага. Там уже антимаг появился у молодого. Ну, короче, смотрите. Гритеры. О, как. Ну чтобы просто против жреца он, наверное, поставил. Я не думаю, что он будет просто сидеть на гритерах. Хотя, все возможно, почему нет. Чел уже с антимагом там. Ну да, мне кажется, что он... Ого! А что там у антимага за шмотки? Он его хоть и... вот что он такой быстрый. Повезло, что у него нету мана... Ну, повезло, что этот антимаг присосался к немана героям. Очень повезло. Теперь может поставить обратно баф людей. Инсеков берешь? Ага, все понял. Все понял, он их берет чисто ради спама. Окей. Одобряем такое. Главное, чтобы ты не на инсектоидах играл. Ты что, не надо примкнуть к этому злу. Нельзя. Запрещено примыкать к злу. Мои подписчики не играют на инсектоидах, да? Я вас верю, по крайней мере. Если вы играете на инсектоидах, минус уважение. Но если вы ставите лайк и комментарий 3 слов, то плюс уважение. Получается, вышли в ноль. Эх. Ну, посмотрим. Если здесь реальная будет баталия против Манки Кинга в 3 звезды, то мне интересно, как он будет с ним бороться. Неужели он поставит реально Керри Мартредочку и будет через Керри Мартредочку? Ну, что-то у меня есть сомнения. Опять, все, я понял. Мамора застыла. Кто-то, знаете, помню, в телеграм-канале кто-то написал, типа, так теперь Мамора будет намного лучше подниматься. И тут сразу отвечают на это сообщение, типа, а Мамора хоть раз приносила какую-то 3-звездочную фигуру? Это было забавно. На самом деле, ему бы немного лучше предметов. Крит. Ой-ой-ой. Как же это было на соплях. Что это такое? Что это за зум такой интересный? What? Что это такое? Топ-1, ты это делаешь сам или как? Ну, это забавно. Видели только, что он приблизил это, но не смог взять монетки. Рубик. Ну, так как у него сейчас богов нету, может и Рубика поставить. Хорошая тема. Ай-яй-яй. Не, ну типа он может сейчас убрать весь свой стол. Там у него, кстати, 7 из 9 думчик уже, это хорошо. Он, в принципе, может убрать весь свой стол, но хочет ли он это делать? Вопрос. Типа он убирает весь свой стол, получает очень много в табло, но при этом он... кстати, он может так и сделать. У него же есть жрецы, кстати. Кстати, о птичках. Он реально же... Опа, Свенчик кто-то нашел. А это проблема.
Это проблема. Вселенского масштаба причем. Да, он будет... Ну все, я так и думал, что он сделает. У него хп много, у него 85 хп, и он хочет себе сделать по максимуму в инкам, ой, точнее, в уровень. И я уверен, что он поставит богов теперь. Теперь я 100% уверен, что он поставит богов. Че на 9 уровне себе нашел Свена? Понял, принял. Свена, Спектру, Хана. Кого ты еще найдешь, а? Вот это вот скилл. Ребята, учитесь. Учитесь, пока этот юный джедай живой. Не, забыл, как там. Мастер. Вот этот вот мастер живой, который на 9 уровне нашел себе 3 легендарные фигуры с шансом 3% на секундочку. На самом деле, вот эта вот тема с раскрываемыми легендарками мне очень нравится. Чела там винстрик огромный. У него стол вроде бы не сильный у этого топ-1. Но у него, тем не менее, винстрик. Охренеть? Охренеть. Скоро. Плюс 4 хп. Хорош. Надо посмотреть, что ему на 25-м раунде упадет. Если он будет играть... О, тролль берсерк. Охо-хо-хо. Охо-хо. Ну ладно. А, не ладно. Там тоже на 9 уровне челик нашел. Ну, тварь инсектоидная появилась. Пишем в комментарии, как мы данных людей называем. Я, правда, не могу слишком грубо это сказать, поэтому скажите за меня вы. Будет ролить? Ну, кстати. Лич. Ну, кстати, если он будет играть через фулл богов, то он может, знаете, как сделать? Он поставить может фулл горн. Тут же есть горн еще сверху. Может, кстати, и поможет против того Свена, если, конечно, он не будет... Точнее, если он будет жить там. Если он соберет раннего его в 2 звезды, то он может реально поставить себе фулл горн и может это помочь. Самое главное, чтобы этот Свен в 2 звезды не нарисовался. Это самое главное. Кстати, Челу на топ-1 сбили винстрик. Это отлично. Я, кстати, не заметил, кто сбил винстрик. Но это не суть-то важно. Ой, кстати, классная волшебница, если что. Вот это, ребят, когда вы играете на жрецах, ни в коем случае не берите эту тупую волшебницу. Вы, в принципе, сами все увидели. Да, она может выключить эти 3 фигуры, но если вы быстро вражеские фигуры вынесете, то... 3 хп восстановил и 4. Ой, как ему хорошо баночки восстанавливают хп, обалдеть. Короче, просто если вы будете брать данную волшебницу, то эта волшебница может руинить жрецам. Очень жестко руинить жрецам. Горный вождь. Ну, кстати, под Думу он может и горного вождя сделать. Ой, под Думу, под богов. Интересно, а зачем ему змейка? Хочет себе поставить чернокнижников, типа, или что? Ну, судя по тому, что он берет чернокнижников, то да. Вынесите, пожалуйста, этого типочка на инсектоидах. Но у него тут скилловое лобби. Не спорю. Очень скилловое лобби. 37 хп больно так-то. Плюс 2 хп за баночку. Хорош. Давай. Свен. Тайм ту рождаться. Так, 4-4. Окей. Он, кстати, может здесь поставить себе 6 чернокнижников. Хотя, подожди, а зачем 6 чернокнижников? Ну, 6 чернокнижников это такая себе тема. Ну, не очень прикольная. Ну? Так, давай махинации влево-вправо. Хорош. Пойдет. Энигма пойдет. А вот мне интересно. Способность будет наносить урон по дубликатам? Вот, допустим, сейчас Энигма закастует свою способность. Урон будет двойной идти по дубликатам Скорпиона, там, Змейки, вот эти вот все. А напишите мне в комментарии, двойной или одиночный будет урон. Ну, по сути,
Должен по двоим же лететь урон. Насколько я правильно понимаю. Ладно. Оу, имбулька. Под его дума прям то, что доктор прописал. Ну, медальон нельзя скипать. А, двойные клыки скипают. Очень полезная фигура, кстати. Может на одну фигуру меньше сделать, чтобы не так сейчас больно получать. Банши. Духов, кстати, может поставить. Горд... Не берет. А почему? Кстати, можно было бы Ливона взять. Горн! Горн! Интересно. 6 чернокнижников, поэтому поставил, окей. Но, смотрите, я бы на его месте все-таки, если хан придет, я бы все-таки себе ставил фулгорн. Но от 6 чернокнижников как-то, ну, импакта, мне кажется, 0. 6 чернокнижников легко контрится. Я думаю, вы это и сами прекрасно понимаете. Лича какого-то можно поставить. Ну, как по мне, ему нужно будет поставить горн. Ну ладно, окей, окей. Хозяин барин, ребят. Посмотрим. Но Энигма, конечно, хорошо там наносит урона. 6000 урона нанесла. Нормально так надамажила. Давай горн купи, а. Time to doom. Time to doom. Doom. Давай doom. 27 раунд. Мы тебя все ждем. Ну? Дум, 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 дум. Я его поддерживаю. Морально поддерживаю. Дум, дум, дум. Лучше поздно, чем никогда. Дум. Ой-ой-ой, там такой жрец. Давай, дум. Да. Короче, если бы я сейчас вот это вот не делал, то дум бы ему не пришел. Вот так вот вот. Вот так вот вот. Ну почему ты горы не берешь? На всякий случай подстраховочка. Кстати... Ладно. Я бы Лича взял. Ему нужен спел призм. Раз он играет, ну и раз он будет еще и керить Дума, то я бы взял на его месте спел призм. Если, конечно, придет. 4200 хпшки у Дума. 4200 хпшки у Дума. Нужен спел призм. Нужен. Ну что? Я надеюсь, вот этого типа, который там Манки Кинга себе ищет, не найдет его в 3 звезды. Чтобы ему легко не казалось в этой жизни. На, минус 18. А что по урону? Вот то, о чем я говорил, что логи урона, они сбрасываются. Это так бесит. Напишите в комменты, кого еще это бесит, когда логи урона сбрасываются. Яйцо продал. Ему хан нужен. Хан, Зевс, вот такие вот ребятки нужны. Хан ему нужен, потому что он будет очень плотный. А, и Вич-доктор, кстати, он же на бабахах играет, ему тоже надо будет Вич-доктор. Вич-доктор имбулька. Вместо СФа поставить, там будет контроль, все такое. Так, у всех мало хп осталось. Чел там играет на рыцарях. Забавно, конечно. Но меня больше смущает вот этот вот бог-жрец. Опа. Ну, слава богу, что не Свен. Я думаю, с легионкой проблем никаких не будет. Хотя легионка там сильная. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо он выжигает. Ну что, тоже инсектоид или еще? Что это? Охотник. А, это шаман. Я подумал, откуда там появился Скорпион. Точнее, Никс. Так, алхимоз, хорошо. Все, вернул себе чистый урон с руки, но тоже придет там антимаг, и демоны не будут работать. У меня аж рука зачухалась.
Найс. Жизненная жиза. Давай, там 2 человека, которые играют на винстрик. Это твой винстрик, ты должен его забрать. Но это будет прикольно, если он соберет себе дома, спел призмом и все такое, если еще и рефреши сверху будет, то вообще имбулька. Не, ну 3-звездочный Дум, конечно, нормально там дебафает. Столько минус от хила, это прям очень сильно. О, давай. Да давай роль. А, ну хватает ему, кстати. Я что-то подумал, что ему и креста надо будет рольнуть. Спел призм, наконец-то. Все, двойной Дум сюда, в копилочку. И драконий рог. Окей. Кстати, сейчас хорошо предметы перекинул, вдруг чего, потому что, смотрите. Потому что, смотрите. Энигма Чернокнижник, она 20% хп переводит, по-моему, в 20 маны. Или в 50 маны. Или в 30 маны. Не помню. Короче, блин, из головы вылетело. 20% хп свою она переводит в ману. Только вот сколько, я не помню, если честно. Ну, в комментариях меня поправят. Но на самом деле для него только опасен это тот чел, который играет через Свена. Потому что если там Свен соберется нереально огромный, то вряд ли ему что-либо поможет. Ему на всякий случай нужно будет горн собирать. На всякий случай. Хочешь, не хочешь, а горн нужно собрать. О, сюда. Можно, кстати, и 6 духов будет собрать, вдруг чего. Вич-доктор сюда. Вместо алхимика. Горн. Не работает моя ментальная связь сегодня. Какая ментальная? Не-не-не, подожди. Какая ментальная? Миндальная. Гримтача ищет. А Гримтач был, ты его сразу не купил. Провтыкал ты свое счастье, молодой. Так, сразу косу заюзал. Ну, ребят, в принципе, я думаю, на 30-м плюс раунде плевать. Заюзал сразу, заюзал позже. Так, чел, кстати, который играет через легионку в 3 звезд. Да, ну такой Дум хорошо контрит от хил. Плюс под Энигму, который процентажно выжигает чистым уроном. Да. Красиво. Может, горного... Ну, в принципе, ладно. Зевсулька в 2 звезды тоже хорошо. Там у чувака 9 винстрик. Это тот чел, который играет через Свена, да? Да, но у него Свен в 1 звезду. Но зато у него есть антимаг. Но он хилит пока что Свенчик. Ну, это... Это жестко. Знаете, почему жестко? Потому что у этого Свена есть мифриловый доспех. А этот мифриловый доспех, на секундочку, будет снимать его первый Дум. Это плохо. И там чел, если что, на всякий случай делает себе горн. Пу-пу-пу. Ситуация в чем-то коричневом. Инсектоид. Сразу в жреца полетел Думчик. Хорошо. Хорошо. А где Энигма? А где Энигма? А вот Энигма. Все, нашел, нашел, нашел. Отставить панику. Хорош. Энигма любит инсектоидов. -1. -2. Хорош, они сейчас 1-1 остались. Горн. Горн! Мое сердце обливается кровью, когда я вижу то, что ты делаешь. Почему ты Горн не берешь? Ну, может быть, он тебе поможет, этот Горн. На самом деле, ему сейчас только поможет и защит 5-го тира. Ну, типа, Горн может помочь. Там и Обезруш может прилететь, и Стан может прилететь, и Загрить может на центральное, соответственно, Горн. То есть, в любом случае, Горн не будет бесполезным.
Но, как по мне, 6 чернокнижников, вот это вот реально бесполезно. Особенно, когда там вот такой вот Свен с антимагом. Что это за зум? А ну-ка убирай этот автозум. О, безоруш. Ну и Свен, пошел, 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 пошел. Вот так вот тут, ребята. Просто смотрите, почему я говорю, что... А, не. Ну, 6 чернокнижников все равно бесполезно. Потому что, смотрите, у него же там тоже есть энигма. А чем больше хп у этой энигмы, тем, соответственно, что? Как вы думаете? Чем больше хп у этой энигмы, тем, соответственно, быстрее энигма выжигает. Там же энигма процентажно хп выжигает. Это сильно. Да не, спелпризм не надо ролить. Тебе щит 5-го тира надо искать. Все предметы отдай сейчас на уклонение вдумчика. Ну, Горн... В Горн вообще не веришь, да? Окей. Окей, не веришь, так не веришь. Твое право. Там и рефрешер, ай-яй-яй. И забыл, кстати, Дума поменять местами. Опять антимаг присосался к нему. Да нет, там слишком жесткая энигма. Там энигма процентажно врежает. Ну, там все жесткие, в принципе. Хан! И Горн. Не веришь? Не веришь ты в эту имбу. Не веришь. А она могла бы спасти тебе жизнь. Эх. Ладно, твой выбор. Но все равно интересно, почему Гор не поставишь? Это хоть как-то, но может потянуть время. У тебя же все равно урон размеренный, а не разовый. В этом и фишка. Плюс у тебя много минус хп регена. Давай, рефрешер. Эх. Ну, можно и башер было бы сделать, кстати. Кстати, о птичках говоря, можно было бы сделать и башер. Щит 5-го тира, щит 5-го тира. Печаль, печаль. Печаль. Ой, какая печаль. Печаль, потому что щит 5-го тира бы здесь мог помочь против такого вот Свена. Аганим, кстати, может быть, бы помог с выжиганием, если играть через Энигму. Но, как по мне, лучший бы вариант был все-таки Горн, чем полная синергия чернокнижников. Ну ладно, это, в принципе, необычно, это прикольно. И, в принципе... О, там Свен в 2 звезды. Это можно... Ой-ой-ой, все. Тут тупо можно забыть. Но зато, ребят, вы все прекрасно сами увидели, что такое 6 чернокнижников. Вот, ребят. 6 чернокнижников в собственном соку. Если вы еще думаете, что 6 чернокнижников это не хрень, демонстративно показывает вам. Обидная каточка. Но на самом деле это очень интересная каточка. Типа, даже если он занял топ-2, это очень интересная каточка. Но обидная топ-2, если честно. То есть, если вот так вот прям задуматься, то реально обидная топ-2. С таким думом, с таким билдом. Хотелось бы топ-1 занять. Кстати, там чел специально под Дум антимага ставил, все такое. Но не вышло. А Дум сбросился, к сожалению. Обидно. Обидно. Ну да ладно. Все равно крутая каточка. Я доволен. Мне очень понравилась каточка. Ну, то, в принципе, дальше можно тупо не смотреть. Ну, очень обидная катка. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Ну, что ж.
Мне катка очень зашла, это было необычно, это было прикольно, но 6 чернокнижников я как раньше не верил, так я еще раз убедился в том, что даже вот с таким вот билдом 6 чернокнижников это полная дичь. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте меня поддержать лайком, а если ты еще не подписан, обязательно подпишись, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!